Однажды ветеринар по имени Алексей ехал на своем внедорожнике по выжженной солнцем дороге в национальном парке Этоша в Намибии. Вдруг он заметил впереди что-то необычное, инстинктивно сбавил скорость и насторожился. Прямо перед ним, всего в нескольких метрах, стоял огромный слон. Он был странно неподвижен, казалось, он застыл среди горячего дрожащего воздуха. Алексея это сразу встревожило. За годы работы он привык, что даже самые спокойные слоны никогда не стоят полностью без движения. Обычно они медленно переступают с ноги на ногу, лениво отгоняют хвостом насекомых или слегка шевелят ушами. Но этот гигант стоял так, будто силы совсем покинули его. Это несоответствие привычному поведению вызвало у Алексея сильное беспокойство. Алексей много лет работал в заповеднике, патрулировал территорию и следил за животными. За это время он научился замечать даже самые маленькие отклонения в их поведении. Он любил свою работу не только за возможность быть на природе, но и за чувство ответственности. Каждое его решение могло повлиять на чью-то жизнь. За годы он сталкивался с разными ситуациями. Помогал раненым антилопам, наблюдал за хищниками, следил за миграциями стад, лечил крупных животных. Слоны всегда вызывали у него особое уважение. Поэтому то, что этот слон стоял один, без стада, само по себе казалось странным и тревожным. Слоны — животные стайные, взрослого слона без причины в одиночестве увидишь редко. Алексей остановил машину на безопасном расстоянии, заглушил двигатель и решил не спешить. Он понимал, в таких случаях лучше сначала понаблюдать, чем сразу действовать. Он устроился поудобнее за рулем и стал внимательно смотреть на слона, пытаясь понять, что происходит. Время тянулось медленно. Несколько минут ожидания незаметно переросли в полчаса, потом в час. Но слон почти не двигался, и это только усиливало тревогу. Постепенно Алексей начал замечать детали, которые раньше могли ускользнуть: напряжение в теле животного, неестественную неподвижность, отсутствие реакции даже на пролетающих насекомых. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что ему становится не по себе, словно он наблюдает не просто за животным, а за существом на грани своих сил. Он уже подумал уехать и сообщить о странном случае позже, но что-то внутри не позволило ему этого сделать, будто что-то удерживало его на месте. И это решение оказалось судьбоносным. Спустя еще некоторое время Алексей понял, что нужно подойти ближе, чтобы проверить свои подозрения. Он прекрасно знал, приближаться к дикому слону — это риск, который нельзя недооценивать. Даже ослабленное животное может быть очень опасным, если почувствует угрозу. Тем не менее, он решил действовать осторожно. Он медленно завел двигатель, плавно проехал немного вперед, стараясь не шуметь, снова остановился, выждал несколько секунд и аккуратно открыл дверь. Легкий звук привлек внимание слона. Тот медленно поднял голову. Алексей замер, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Он не знал, как отреагирует животное, но был готов в любой момент отступить. Однако слон не проявил агрессии. Он лишь посмотрел в сторону человека и через мгновение отвернулся, будто у него не осталось сил даже на реакцию. Это придало Алексею осторожной уверенности, и он решил продолжить. Он взял бинокль, вышел из машины и начал медленно приближаться, делая паузы после каждого шуга, чтобы не вызывать у слона беспокойства. Когда он, наконец, остановился и поднес бинокль к глазам, увиденное заставило его замереть. Он ясно разглядел, что по лицу слона текут темные полосы, следы слез. Это было так неожиданно и пронзительно, что у Алексея на мгновение перехватило дыхание. Он сразу понял, перед ним животное, которое испытывает сильнейшую боль. Не теряя времени, он достал рацию, связался с медицинской службой, подробно описал ситуацию и попросил срочно прислать помощь. Закончив разговор, он почувствовал, как страх сменяется решимостью. Он не мог просто стоять и ждать. Он начал медленно приближаться к слону, тихо разговаривая с ним, стараясь говорить спокойно и уверенно. Слон смотрел на него.
В его взгляде читались усталость, боль и какое-то странное доверие, которое трудно объяснить. Алексей остановился на безопасном расстоянии, медленно опустился на колени и продолжил говорить мягким голосом. Так он делал много раз, работая с ранеными животными. Постепенно он заметил, что напряжение в теле слона спадает. А потом случилось невероятное. Огромный слон медленно опустился на колени, словно принял присутствие человека и доверился ему. Этот момент казался почти нереальным. Время будто замедлилось, и Алексей ощутил, что между ним и этим животным возникла особая связь. Примерно через полчаса вдалеке показались машины медицинской команды. Вскоре они прибыли на место. Алексей быстро подошел к ним и все объяснил. Осмотр показал, что у слона был большой абсцесс на задней части тела, он причинял животному мучительную боль. Команда тут же принялась за работу. Они ввели слону успокоительное, и когда он полностью успокоился, начали процедуру. Они вскрыли абсцесс, очистили рану и ввели нужные лекарства. Все делали быстро и слаженно, понимая, что время ограничено. После лечения они отошли на безопасное расстояние и стали наблюдать. Через некоторое время слон начал приходить в себя. Он медленно поднялся, сначала неуверенно, потом все увереннее держа равновесие. В какой-то момент он слегка взмахнул хвостом, словно давая знак, что ему стало легче. Все почувствовали облегчение и радость. Но когда команда уже собиралась уезжать, случилось неожиданное. Слон направился к ним. Люди напряглись, не зная, чего ждать, но остались на месте. Животное прошло мимо машин медиков и пошло прямо к Алексею. Подойдя к его окну, слон медленно протянул хобот и мягко коснулся человека, будто обнял его. Этот жест поразил всех. Казалось, слон благодарил за помощь. Алексея переполнили эмоции, и он не смог сдержать слез. Через несколько мгновений слон отстранился, спокойно развернулся и медленно ушел вглубь саванны. Люди еще долго стояли и смотрели ему вслед, понимая, что стали свидетелями по-настоящему редкого и удивительного момента, который навсегда останется в их памяти. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.